Ребята, всем доброе утро, всех с средой. Сегодня восхитительный день. На улице 9 часов утра по местному времени. В Лас-Вегасе примерно плюс 20 градусов тепла. Мы ждем наш Uber, чтобы доехать до места, где мы запикапим нашу новую машину на сегодня. В планах эксплорить и исследовать Лас-Вегас и все, что вокруг него. Будем исследовать этот волшебный город. Всем привет! Мы забрали нашу машинку. Это желтый Chevrolet Corvette Z06 Coupe 2018 года выпуска. Легендарный американский автомобиль. Он обладает яркой и узнаваемой внешностью. От базовых модификаций Corvette данная модель отличается наличием высокофорсированного 7-литрового мотора V8 мощностью 512 лошадиных сил. Также этот двигатель собирается вручную. Место под названием Mary Jane Falls. Примерно в часе езды от Лас-Вегаса можно увидеть такие красоты леса. И вроде бы час назад ты был в пустыне, где нету ничего. Вокруг горы и, честно, чувствую себя на заставке на макбуке. Мы будем чекать эрию вокруг. Ребята, привет! Поднимаемся к водопаду. Уже прошло где-то чуть больше часа. Очень сложно, потому что крутой подъем наверх. И мы высоко над уровнем моря. Если я не ошибаюсь, примерно 6000 футов. Воздух немножко более разреженный. Поэтому каждый вдох действует как половина. Увидимся наверху. Ребят, привет! Вот мы и на месте. Мы на самой вершине этого пути. И прямо за мной стекает водопад. Я набрал бутылочку водички прямо оттуда, потому что не попить воду из джерела, так сказать, это будет. В сумме у нас ушло 1,5 часа, чтобы добраться до самой вершины. Также появилась у меня другая проблема. Кожа на губах очень сильно пересохла из-за того, что высокий altitude, мы на высоте и плюс сухой воздух. У меня нету никакого бальзама, поэтому следующая остановка будет Pharmacy, какая-то аптека, чтобы купить бальзам для губ. Час пути того стоит, даже 1,5 часа. Даже в босоножках. Очень красиво. Просто безумно красиво. Безумно красиво. Я не бывал в горах так высоко, и оно того стоит. Пытаемся немножко сократить путь. Будем рискованными ребятами. Далее, конечно, не особо помогает в этом деле, но Это было нечто. Сейчас час 30.
что означает, что у нас на всю дорогу ушло 2,5 часа, что в принципе немало. Дальше в планах поехать перекусить бальзам для губ, потому что у меня такое ощущение, только мне стоит улыбнуться, у меня просто треснут все губы в каждом месте возможном. И дальше будем двигаться по штату Невада. Мы приехали уже спустя несколько часиков от Фолса, где мы были. И сейчас заехали в место, которое называется Bites of Europe, что в переводе означает «вкусы Европы». Хотим перекусить, потому что я до сих пор не завтракал. И будем двигаться потом к дамбе Гулливера. Ребят, в общем, история такая. Europe Bites, в котором мы сейчас находимся, мне подсказал Google, как в принципе и всегда. Плюс, европейская кухня тоже не может не радовать. Приехали сюда, зашли. И, как оказалось, владельцы ресторана сами из Украины. Муж и жена, которые держат и готовят, только открылись в июне или в июле. Мы заказали гуляш, куриные пельмени с грибами, house salad и iced tea. Это первый в моей жизни iced tea, который из настоящего чая. На самом деле просто великолепно. Так попасть в такое кафе просто на рандоме шикарно. Я сейчас кушаю и чувствую себя просто у бабушки дома. Та еда, которую просто даже нельзя было представить себе, что можно было найти. Просто вкуснотища, просто великолепно. Эти пельмени очень маленькие, на один такой байт, но нежно. Соль, перчик. Я молчу про салат. Такой чисто домашний, заправленный масличком, солькой. Простые овощи. То, что нужно. Ребята, так как дамба Гулливера закрыта, мы, конечно, к ней не подъехали вплотную, но сейчас мы подъехали возле дамбы Гулливера, смотровая площадка на все озеро и всю территорию вокруг. Ребята делают фотографии возле нашей машины. Провели, наверное, где-то полчаса на смотровой площадке. А сейчас мы хотим подъехать к самой дамбе Гулливера и посмотреть, можно ли вообще как-то к ней подобраться, потому что снова же она закрыта для посетителей. Но, может, вполне возможно, есть какой-то lookout spot. После этого будем двигаться в сторону Лас-Вегаса. Мы подъехали только что к пропускному пункту. Военный объект считается, так, и поэтому здесь extra security. Сказали, что закрыто, развернули нас, поэтому мы будем двигаться обратно. Ребят, привет! Мы сейчас находимся у знака въезда в Лас-Вегас. Одного из самых узнаваемых частей Лас-Вегаса и самых популярных для фотографий. Меня только что посетила мысль, что очень круто, молодцы, правительство, государство сделало, очень облагородило эту территорию и построило на этом месте паркинг для туристов, специальную зону и идеально, стала идеальной туристической зоной. The Welcome to Las Vegas sign. 1959. Этот знак «Добро пожаловать в Лас-Вегас», который здесь был установлен с 1959 года. И, несмотря на ковид, здесь очередь. Ребята, знак Лас-Вегас. Welcome to Las Vegas.
Ребятки, приветики. Вышли из Бира только что, сдали машинку, доехали до нашего отеля. Будем заходить в номер, что-то перекусим. Будем отдыхать после такого насыщенного дня. И готовиться к следующему.